Как основатель криптобиржи Quadriga CX забрал пароли клиентов на тот свет. Биржа MTGOX – крупнейший взлом в истории криптовалют. Афера, которая принесла миллионы. Мошенническая компания Centratec. Вы на Crypto.ru, канале крупнейшего ресурса о криптовалютах в Рунете. Сегодня мы рассказываем о самых курьезных скандалах в криптомире. Это уже второй выпуск нашей новой рубрики. И перед тем, как мы начнем, подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Трагедия канадской криптобиржи Quadriga CX и потерянные миллионы. Quadriga CX рухнул в 2019 году, вскоре после загадочной смерти ее соучредителя Джеральда Коттона. По данным СМИ, Коттон внезапно скончался во время медового месяца в индийской Джайпуре от обострения болезни Крона. Когда стало известно о его смерти, более 76 тысяч пользователей не смогли получить доступ к своим кошелькам. Все это из-за того, что Коттон был единственным владельцем ключей от кошельков биржи. В июне 2020 года местные регуляторы признали проект мошенническим, поскольку после смерти Коттона активы с биржи выводились на другие криптовалютные кошельки, а также на личные счета самого Коттона. Кто именно стоял за переводами, до сих пор неизвестно. Серия загадочных транзакций продолжилась в декабре 2022 года, когда биткоины на 1,7 миллионов долларов, связанные с Quadriga CX, внезапно пришли в движение. Активировались сразу 5 криптокошельков биржи. Киногигант Netflix даже снял документальный фильм «Никому не верим. Охота на криптокороля». В нем рассказывается история загадочного исчезновения основателя Quadriga CX Джеральда Коттона. Презентуя киноленту, Netflix пообещал приоткрыть завесу тайны над произошедшим, якобы имея ранее неизвестные факты. Gerald. Yes. What's your story? You were born, now you're here. What happened in between? Однако в итоге компания выпустила довольно посредственную работу, подтверждающую официальную версию смерти Джеральда Коттона в возрасте примерно 30 лет. Пострадавшие пользователи биржи уверены в заказном характере фильма. Особенно их удивляет версия смерти от болезни Крона, уровень смертности от которой довольно низкий. Ряд обманутых инвесторов до сих пор убежден, что Коттон успешно сменил личность и по-прежнему наслаждается своими деньгами где-то на тропических островах. Что самое печальное, клиенты Quadriga CX могут вернуть не более 13% от своих требований. Об этом говорится в отчете управляющей аудиторской фирмы Ernst & Young. Выплаты произведут в канадских долларах на основе рыночных котировок от 15 апреля 2019 года. Это означает, что за один биткоин клиентам выплатят всего лишь $7122, а за один эфириум менее $300. Всего Quadriga CX задолжала своим кредиторам более 222 миллионов долларов. Биржа MTGOX – крупнейший взлом в истории криптовалют. MTGOX – одна из первых биткоин-бирж в мире, которая начала работать в 2010 году. К началу 2014 года на платформу приходились 70% от общего объема торговли биткоином. Но всего через пару месяцев MTGOX перестала работать. Была обнаружена дыра в балансах пользователей вследствие хакерской атаки. В течение 2011-2013 годов злоумышленникам удалось незаметно вывести с биржи 850 тысяч биткоинов, или примерно 7% всей эмиссии криптовалюты на тот момент. Это стало крупнейшим криптовзломом в истории. Помимо биткоинов, также пропали 28 миллионов долларов в фиатных деньгах с банковских счетов MTGOX в Японии. В марте 2014 года в MTGOX сообщили о внезапном обнаружении у себя около 200 тысяч биткоинов, которые якобы хранились на адресе старого формата, активном до 2011 года. Это снизило общую сумму потери до 650 тысяч биткоинов, хоть и не спасло MTGOX от закрытия. С 2018 года MTGOX находится в процессе гражданской реабилитации. Оставшаяся на счетах биржи криптовалюта должна быть выплачена пострадавшим клиентам. Всего заявки на компенсацию подали около 25 тысяч пользователей. Поскольку многие пострадавшие были из США, власти страны
стороны начали расследование. В июле 2017 года в Греции задержали администратора крупнейшей на тот момент российской криптобиржи BTC Александра Винника. Про BTC мы расскажем в другом выпуске. Так вот, Александра обвинили в отмывании украденных средств MTGOX. Всего по данным Минюста США, преступная организация при участии Винника смогла отмыть через BTC почти 307 тысяч биткоинов, похищенные с MTGOX. Запросы в Грецию о выдаче Винника для последующего судебного разбирательства направили сразу несколько стран – США, Франция и Россия. В 2020 году его экстрадировали во Францию, где в итоге приговорили к 5 годам тюремного заключения и штрафу 100 тысяч евро. Летом 2022 года Винника экстрадировали в США и судят по обвинению в отмывании украденной криптовалюты. В итоге Винник признал вину и заключил сделку с прокуратурой. Его адвокат рассчитывает сократить срок заключения до 10 лет вместо пожизненного. Организаторы и исполнители взлома MTGOX до сих пор не найдены. Афера, которая принесла миллионы, мошенническая компания Centratec. В центре аферы Centratec оказался Рэй Трапани, молодой человек из Атлантик-Бич, штат Нью-Йорк, который открыто признает, что его с юных лет привлекала преступная деятельность. Будучи подростком, Трапани нелегально продавал таблетки по рецепту. Затем он открыл бизнес по аренде роскошных автомобилей, заняв деньги у своего деда. Когда бизнес потерпел крах, его друг Сохраб Шарма предложил создать компанию в быстро развивающейся индустрии криптовалют. Вместе с Шармой и еще одним другом Робертом Фаркасом в 2017 году Трапани основал Centratec. Компания заявила, что разработала криптовалютную дебетовую карту и кошелек, которые позволяют в режиме реального времени конвертировать криптовалютные активы в фиат. Это означало, что держатели криптовалют могли легко потратить свои монеты везде, где принимались кредитные карты. Чтобы Centratec выглядела законной, Трапани и партнеры создали запутанную схему лжи. У них был профессионально выглядящий веб-сайт, на котором они разместили фейковые профили учредителей, якобы выпускников Гарварда и Wells Fargo. Они даже использовали Photoshop, чтобы создать поддельного генерального директора по имени Майкл Эдвардс, используя стандартное изображение пожилого мужчины. Трапани также заплатил знаменитостям Флойду Мейвезеру и диджею Халиду за пиар и поддержку Centratec, что привлекло огромное количество инвесторов. На самом деле у компании не было партнерских отношений с Visa, MasterCard или какими-либо крупными банками. Дебетовая карта и криптокошелек Centratec были неработоспособны. Как же афера была раскрыта? Журналист New York Times по имени Натаниэль Поппер с подозрением отнесся к заявлениям компании и начал расследование. Он обнаружил поддельные профили и несуществующую руководящую компанию. Visa и другие компании отрицали какое-либо партнерство с центром. В то же время инвестор по имени Джейкоб Ренсел проводил свое частное расследование и собирал информацию о Трапани и его партнерах. Разоблачение Поппера в New York Times и выводы Ренсела предоставили комиссии по ценным бумагам и биржам США достаточно доказательств, чтобы закрыть Centratec в начале 2018 года. Основатели биржи обвинили в мошенничестве. Несмотря на то, что Трапани руководил всей схемой, ему удалось избежать серьезного тюремного заключения, став правительственным информатором. Он пошел на сделку с прокурором, признал вину и предоставил доказательства против своих партнеров. Трапани даже признался в краже средств со счета клиента. Он был приговорен к условному сроку, в то время как его партнеры получили 1 год и 8 лет тюремного заключения соответственно. Избежав тюрьмы, Трапани имел наглость купить дом за $1 миллион в Майами, вероятно, на прибыль, которую он выкачал из центра перед ее закрытием. Между тем, ни один из инвесторов, потерявших деньги из-за Centratec, никогда не получал ни копейки компенсации. В этом году Netflix выпустил документальный фильм «Криптоафера», в котором рассказывается о бурном взлете и стремительном падении компании Centratec. Основа киноленты — интервью с соучредителем компании Рэем Трапани.
А на этом все. Спасибо, что были с нами. Обязательно посмотрите первый выпуск про криптоскандалы на канале, в котором мы рассказываем про 25 лет тюрьмы для основателя криптобиржи FTX, про задержание россиянина в Таиланде за незаконный обмен криптовалют и про арест представителей биржи Binance в Нигерии. Знаете истории поинтереснее? Пишите в комментариях, и мы расскажем о них в следующих выпусках. Пока-пока.